Здравствуйте, господа и дамы. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Он называется «Ответы на вопросы о питании и здоровье». От Андрея Дуйко, вебинар 11 апреля 2023 года. Я постараюсь сегодня максимально ответить на те вопросы, которые вы мне задаете прямо онлайн. И надеюсь, вам будет интересно провести это время совместно со мной. Я читаю вопросы на своем сайте. Это сайт «Тибетская формула». Сейчас, одну секунду, я проверю, есть ли звук, и начнем. Ой, есть звук, супер. И звук хороший вроде. Итак. Татьяна Мидзяева. Здравствуйте, у меня 1,5 года боли в бедре. Ставили диагноз инфекционный спондилит, воспаление седалищного нерва, крестцово-подвздошный болевой синдром, лечение не помогло. Посмотрите, пожалуйста, что это. Смотрите, каким образом это все лечится. С путем уменьшения синовиальной жидкости происходит деформация суставной сумки. Это может иметь подагрическую форму, форму артроза. Это может иметь форму гормональную. Это может иметь инфекционную форму и даже иметь гельминтозную природу, типа там лямблиоз или лишманиоз. Они могут спровоцировать появление разрушения сустава. Но как можно убирать боли в копчике, как можно убирать боли в тазобедренном суставе, каким образом это делается? Вот смотрите, в случае, если у вас есть боли в копчике, что необходимо делать? Первое, необходимо поставить горчичники в область паха, то есть внутреннюю часть бедер. Это убирает боль в копчиковом отделе. Второе, ни в коем случае не греть копчик, потому что это ухудшает состояние. Далее, всегда помнить, что восстановление сустава происходит за счет использования 3 компонентов. Это хондроитин-глюкозамин и любые производные этому препарату. Второе, это медь-содержащие препараты. Я вам рекомендую использовать мой препарат Алгоцин. Его можно приобрести на сайте моей компании «Тибетская формула». Третье, это коллаген. То есть для чего можно еще гиалуроновую кислоту. Для чего это вообще все принимают, как это происходит. Об этом я целый вебинар создал. Для того, чтобы убрать артроз, который у вас формируется, используйте мои мази, которые называются артрозиновая мазь. Используйте препарат, который называется препаратом артрозиновый. И это наверняка улучшит общее состояние сустава. Дело в том, что почему сустав, как правило, вообще почему происходит изменение суставной сумки, почему происходит появление заболеваний, связанных с Альцгеймера, Паркинсона, боковой амиоспастический склероз, почему появляются такие заболевания, почему появляется заболевание артрит, почему появляется сахарный диабет 2 типа, с чем это связано. Не вдаваясь особо в подробности, я могу сказать, что весь наш организм, состоящий из клеток, имеет некий обмен веществ, который происходит в межклеточном пространстве, и это все называется циклом Кребса. В цикле Кребса существует целая система. Это система, при которой происходит между клетками обмен. Он происходит за счет калия и натрия. И сама клетка, допустим, чем питается клетка? Любая клетка питается от клетки, из которой состоит сустав, от клетки, из которой состоит печень и мозг. Все это питается глюкозой. Почему глюкозой? Когда глюкоза попадает в клетку, то эта глюкоза является энергией, так как ее распад происходит в отделе клетки, который называется митохондрией. И не имеет значения, где у вас находятся клетки. И
Одна из особенностей любого заболевания заключается в том, что происходит перенакопление глюкозы, потому что по каким-то принципам или по каким-то причинам митохондрия не хочет усваивать глюкозу. Это все называется... Глюкоза должна усвоиться митохондриями, после чего в процессе переработки или переваривания или обмена энергии в клетке происходит выделение пируват-киназы, тумора М4, и происходит выведение и образование молочной кислоты, пируват-виноградной кислоты, аромамасляной. То есть таким образом, после чего это все изымается из клетки, попадает в русло кровяное, фильтруется нашими почками или возвращается обратно через пищеварение в нашу печень, и таким образом вот у нас происходит весь энергетический системный обмен веществ в нашем организме, который происходит, хочу напомнить, в каждой клетке. Что может ломаться в клетке? Почему это происходит? Ну, это может происходить за счет множественности процессов, среди которых вирусные заболевания, как я уже говорил, инфекционные заболевания, может быть даже поражения грибковые, могут быть хронические гепатиты, могут быть сахарный диабет второго типа и так далее. И здесь ключевым словом является слово, которое называется, я считаю, что даже онкология груди, появление карциномы, это все является принципиально системами, которые связаны с нарушением метаболизма или усвоения глюкозы самой клеткой. Так вот, чем можно помочь нашему организму? Есть очень дешевый препарат. Это очень дешевый препарат, но он настолько недооценен. Это препарат, который стоит в сотни раз дешевле, чем коэнзим Q10. А по идее, вот такое нарушение метаболизма в нашем организме можно изменить, если применять препарат коэнзим Q10. Его, кстати, можно приобрести на моем сайте. В чем минус? Дело в том, что обычному человеку, у которого есть онкологическое заболевание, или человеку, который болеет суставом, или у которого вирусный гепатит, или у которого развивается заболевание Альцгеймера или Паркинсона, или у которого просто память плохая, есть проблемы, связанные с сосудами, есть там, все это я хочу вам сказать, связано как раз вот с обменом клеточным. Такому человеку необходимо на протяжении дня принимать не менее 4-7 граммов коэнзима Q10. А это, чтобы вы понимали, мегадозировка, очень большая. Но существует прекурсор, то, из чего формируется в дальнейшем коэнзим Q10, который является фактически тем энзимом, который и забирает, и выводит при процессе расщепления в молочную кислоту и аромамасляную кислоту, пируват-виноградную кислоту, и выбирает это или забирает в процессе работы митохондрий переработанную глюкозу. То есть фактически, восстанавливая эту мембрану и заставляя такую мембрану работать, мы восстанавливаем весь организм. И таким прекурсором является, что самое приятное, обычная янтарная кислота. Просто обычная янтарная кислота. Но она не всем, во-первых, подходит. Но есть одна особенность. Если ее принимать правильно, а ее необходимо принимать таким образом, чтобы начинать хотя бы с 300 миллиграммов один раз в день. И в случае, если у вас есть заболевание, артроз, ишиаз, болит плечо, позвоночник, где-то сустав разрушается, принимайте 4 грамма в день такой кислоты. Не за один раз, можно на протяжении дня. И самое интересное, смазывайте и прикладывайте аппликациями к тому месту, которое у вас болит, смоченную аппликация в виде, допустим, марли или там, полотенца или какой-либо тряпки.
смоченную предварительно в раствор нашатырного спирта или разведенного в спирту аммиака, можно в воде. Натирайте таким раствором и прикладывайте такой раствор. Вы будете приятно удивлены, как это устроено, с чем это связано. Я уже сказал, что для восстановления необходимо, чтобы у нас освободилась клетка. При этом очень важно максимально, тотально уменьшить количество общей глюкозы, которую вы употребляете на протяжении дня. То есть на время перейти на кетоновую диету и максимально ограничить себя в употреблении глюкозы. То есть это сделать на протяжении хотя бы 1-2 месяцев. При этом я хочу сказать вам, что я бы еще и запрещал мясо, если у вас болят суставы. То есть давайте перечислим. И снижал бы глюкозу. Каким образом? Ну, первое. Принимал бы препарат моей компании, который называется Глюконорм. Второй препарат, который называется Жир-стресс. И третий препарат это Хром, который у нас есть в нашей компании. То есть 3 эти препарата я бы принимал по 2 таблетки 2 или даже 3 раза в день. Ограничил бы свое питание до 1 раза в день. При этом я бы принимал 4 грамма, постепенно увеличивая дозировку, начиная с 300 миллиграммов, то есть с 1 таблетки 1 раз в день. Увеличил бы до употребления 10 таблеток, ну или даже 15 таблеток, если они по 300 миллиграмм на протяжении 1 дня. Это все безопасно. Минусы. Нельзя тем людям, у которых есть заболевание язва 12-перстной кишки, принимать натощак, это нельзя. Принимайте препарат после еды. Это я говорю о янтарной кислоте. А препараты, которые снижают глюкозу, можно принимать на протяжении дня. По идее, я бы еще, ну ладно, это уже другое дело. Таким образом, используя компресс из нашатырного спирта. Почему нашатырный спирт? Дело в том, что нашатырный спирт, он даже при местном использовании включает через рецепторы кожи, включает процесс нейтрализации кислот, которые находятся местно в этой области. Вся особенность, которая есть в нашем организме, заключается в том, что в организме появляется молочная кислота. Эта молочная кислота, хотим мы или нет, является, по идее, элементом метаболизма наших клеток. В тех местах, где находится или где появляется само заболевание, гипотетически в этом месте появляется больше молочной кислоты, чем в каких-либо других местах. Таким образом, молочная кислота может накапливаться местно, то есть в каждой клетке, в шанкре клеток там, и так далее. Переизбыток глюкозы с переизбытком молочной кислоты приводит к тому, что организм для того, чтобы обеспечить неразрастание самой инфекции или самого процесса, приводит к... И дальше разные процессы, то есть приводит к фиброзу, некрозу, в дальнейшем там, к ухудшению общего положения вещей. Но вот такие неспецифические, нетрадиционные методы, вплоть до компрессов, могут помочь существенно улучшить ваше состояние. Также, если у вас болит копчик, то меньше сидите, массажируйте переднюю часть живота, не грейте копчиковый отдел. Там часто говорят, прикладывайте холод. Не прикладывайте холод, это тоже нельзя делать. Греть необходимо только внутреннюю часть бедер в паховой области. Почему внутреннюю часть бедер? Там проходят сосуды, эти сосуды они большого размера и они увеличивают циркуляцию крови, а ведь появление боли в копчиковом отделе, как правило, является процессом торможения циркуляции крови в нижних конечностях, который может быть связан с артериосклерозом нижних конечностей, который может быть связан с диабетическим с нарушением циркуляции вен, тромбофлебитом или флебитом. И это все в комплексе приводит к тому, что появляются вот такие боли. Надеюсь, вам это поможет.
А прямо сейчас, кто смотрит меня в YouTube, вы можете увидеть вот эту картинку. На этой картинке написано Дуйко Гуру. О, почему Дуйко Гуру? Сейчас. Как они мне дороги, если бы вы знали. Женя, если ты меня слышишь, то я тебе хочу сказать, что ты хороший человек. И я желаю тебе счастья. Ой, боже мой. Сейчас. Мне легче стало. Все написал, что я не думаю. Друзья мои, обязательно переходите сегодня на мои сайты Дуйко Гуру и сайт Тибетская формула, потому что сейчас идет акция, это акция с большой скидкой, где вы сможете приобрести препараты, о которых я рассказываю. А если болит пятка, нашатырный поможет. Да, может помочь нашатырный спирт. Если болит пятка, сделайте так. Возьмите, намажьте медом и сверху горчицей. Пусть небольшое количество времени побудет вот в таком положении. И после этого смойте. Это помогает. Дальше. Посоветуйте, пожалуйста, альбендазол лучше пить с утра или вечером. Альбендазол необходимо принимать 2 раза или даже 3 раза в день. Его нужно пить и утром, и в обед, и вечером. Посоветуйте, как вылечить железодефицитную анемию. Развелась из-за большой гематомы на бедре. Ого, как такое может быть? Необходимо обязательно провести гистологическое исследование, взять биопсию и произвести гистологическое исследование, то, что вы называете гематомой, потому что это может быть непонятно чем. То есть это может быть, гипотетически много всего на ум приходит. Поэтому перед тем, как вы начнете сами себе ставить диагноз в виде гематома, необходимо обратиться все же к врачу и определить, что же это такое у вас там развивается и как можно помочь, чтобы это не был там некрозом каким-то и там непонятно чем. Опять-таки, в случае, если у вас есть железодефицитная анемия, всегда помните, ее необходимо лечить. Каким образом? Народный способ, который объяснить невозможно, но который при этом хорошо работает, выглядит так. Необходимо на вертикальной стене потереть вот так ладони и делать это 2-3 раза в день. Почему-то это работает. Ну и принимать мой препарат, который называется железо. Недавно этот препарат был выпущен моей компанией, там железо в большой дозировке, пожалуйста, принимайте, посмотрите также мой вебинар, здесь я публикую ссылку на данный препарат железа, сделаю это после окончания вебинара, куда вы сможете кликнуть, перейти и приобрести данный препарат. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Молодцы! Машаллах, машаллах. О, теперь надо не забыть написать извиняюсь уже. Я думали, это там стоит и не это. Там ничего не стоит, там буквы написаны. Ну что, продолжаем.
Елена Браузунес. Доброго дня, Андрей Андреевич. Добрый день. Как убрать жировики на глазах, прям где ресницы? Заранее спасибо. Такие жировики, которые появляются прямо на ресницах, являются кератомами, скорее всего. Каким образом они появляются и из-за чего они появляются? Это связано с нарушением коллагеноза. И с чем это убирается? Применение обычных кислот, но не прикладывание, а вовнутрь. То есть, почему я считаю, что такое образуется? Я считаю, что это образуется на фоне хронически пониженной кислотности желудка. И устранять можно, если человек начинает принимать дополнительно препараты с, допустим, бетаина гидрохлорид по 2 таблетки 3 раза в день. Также повысить кислотность может помочь горечи амарум дуйко. Что прикладывать для того, чтобы, или чем смазывать для того, чтобы устранить это? Есть народный способ, копаются эти черви, дождевые или навозные, не имеет значения, моются, и после чего вот сколько червей, столько заливается водкой обычной. Настаивается 10 дней и вот таким раствором, так чтобы к глазу не прикасалось, натираются вот эти вот места, вот такие жировички. Кстати, вспомнил, я когда-то был на Востоке, в Египте, и там встретил мужчину, он занимается целительством, местный врач. При этом он еще и дипломированный специалист, там, травматолог и так далее. И я говорю, вот вы очень широко пропагандируете продажу черного тмина и масла, которое вы из него изготавливаете. А вы можете сказать, в чем особенность? Он говорит, понимаете, Андрей, вся особенность заключается в том, что жмых из черного тмина мы в народе используем для употребления в пищу, так как считается, что вот этот жмых, из которого выделилось это масло, он очень полезный, потому что у нас считается, что им можно лечить онкологические заболевания. Ну, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Хотя была у меня подружка из Узбекистана, и она говорит, что прямо на базаре продают вот такой выдавленный жмых или перемолотый черный тмин, который используют по чайной ложке 1 или 2 раза в день. Ну и говорят, что это действительно, ну, не панацея, но средство, которое уменьшает опухоли и так далее. И вот он мне говорит, остается масло, и мы это масло используем, натирая им места, которые у нас болят в случае, говорит, в Египте очень сильные ветра периодически, и у нас у всех появляются, ну, там, остеохондрозы, там, воспаление мышечной ткани, миозиты и ишиасы и так далее. И говорит, у нас люди практически все используют черный тмин для растирания вот этих мест, которые болят. Там, при бурсите, плечевом синдроме, при там, пояснично-крестцовый отдел болит, ишиас или, там, или даже ушиб. Он говорит, это великолепно помогает. Я говорю, а вовнутрь? Он говорит, ну если есть плохой запах изо рта, то вот принимают, если женщина замерзает, очень сильно принимают. Ну и говорит, что даже при шипах, там, если где-то появляются или какие-то новообразования, очень помогает. Ну вот, наверное, раз это сказал, наверное. Сегодня с мужчиной одним общался, и мужчина говорит, Андрей Андреевич, огромное спасибо, начал принимать ваше масло тыквы, которое вы продаете в магазине, тыквенное масло. Но, говорит, я его и раньше принимал, потому что читал книги Болотова и читал книги Неумывакина и смотрел много очень информации. И покупал масло магазинное тыквенное, принимал его, но не было никакого результата, явно видимого. Ну и я думал, что это все ерунда. Но из-за того, что хорошо отношусь к вашей компании, приобрел у вас тыквенное масло. Начал его принимать, представляете, за 2 дня перестал вставать ночью в туалет по-маленькому. То есть встаю теперь утром, когда высыпаюсь, иду по-маленькому в туалет, и уже менее болит предстательная железа, прямо хорошо себя чувствую. Неужели так отличаются масла? Да, масла отличаются. Приобретайте масла холодного отжима в моей компании, называется тыквенное масло. Как известно, касторовое масло, тыквенное масло — это масла, которые способны устранять гельминты,
восстанавливать функцию печени, снижать холестерин. Даже если смазывать там сустав локтевой или при артрозе, при артрите, особенно касторовым маслом, то помогает, устраняет боль. Я знаю, что касторовым маслом можно смазывать узлы в случае, если есть где-либо узлы, допустим, там геморроидальный узел. Вылечить не вылечит, а облегчение даст существенное. Дальше. Что-то я сегодня ухожу от темы. Посоветуйте, как вылечить ответель. Здравствуйте, Андрій Андрійович. Підскажіть, чи допоможе сину бітолінова кислота від бородавок? Всі руки обсипає, видаляє деяким лазером, але появляється далі. Син в Америці, хочу передати. Вам не нужны... У меня есть мазь, она называется мазь от бородавок. Вот передайте ее, ей начнет мазать, бородавки отпадут. А вообще, для того, чтобы избавиться от бородавок, я не знаю, сейчас можно приобрести в Украине или нет, есть в ветеринарной аптеке, продается вещество, называется АСД первой фракции. Есть АСД второй фракции, по идее первый и второй подходит, но лучше первый или второй, все равно. Пусть берет вот это вещество АСД второй фракции и смазывает места, где находится бородавка. А вы знаете, что существует не традиционный, не медицинский, но при этом очень ярко выраженный и эффективный по своему воздействию метод. Кстати, я его описал в своей книге «Нетрадиционные методы лечения». Сейчас я ее покажу. Нет, называется «Магические методы лечения». Вот такая есть книга. Аж 140 страниц. И он действительно очень интересный, но он очень помогает. Какой это метод? Необходимо взять пшеничку или рисинку, крест-накрест вокруг бородавочки или по бородавочке поводить и завязать вокруг красную нитку на несколько узелков так, чтобы обмоталась красная нить вокруг рисинки. И вот так на ниточке эта рисинка висела. После этого аккуратно срезать и сказать: когда сгниет рисинка, пусть отпадут все бородавки. И бросить эту рисинку или эту пшеничку в какое-нибудь место, допустим, в горшок цветочный, где это кусочек органики перегниет со временем. Так вот, почему-то, когда это перегнивает, и все бородавки отпадают. Это не медицинские методы, но тем не менее, видимо, существование третьей силы, которая может помогать человеку, чем? Ну, я не знаю, может это самовнушение, какие-то магические пасы и приемы. Ну, не все же знает у нас медицина, и не во всем же разбирается у нас современная система, наверное, науки. Поэтому такая парадоксальная, необычная система может помочь человеку избавиться от бородавок. Поможет вам на здоровье. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, счастья и мира. Мир будет, когда русские покинут Украину. Здравствуйте, русские войска. Здравствуйте, народ Кайласа и Индов. Желаю всем крепкого здоровья. Спасибо. Влад, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, что может значить налет на языке и как его можно убрать? Большое спасибо. Любой налет является следствием бактерий. Каких бактерий? Энтеробактерий. Почему появляется налет? Почему появляются камни в зубах, на зубах? Это все связано с определенным заболеванием. Дело в том, что наша поджелудочная железа, она должна выделять соляную кислоту. Эта соляная кислота, она обеспечивает, первое, размножение бактерий, расщепление пищи, и второе, подавление болезнетворных бактерий и помощь в переваривании пищи. Также наша поджелудочная должна выделять пепсин, инсулин, гастрин. Это ферменты, которые помогают и работают с бактериями, которые находятся в желудочно-кишечном тракте. Но у нас есть заболевание. Это заболевание называется эзофагиальный рефлюкс. Что это такое? Когда снижается кислотность желудка, то у нас почему-то она снижается, как правило, за счет того, что желчь не выделяет желчь, и появляется накопление желчи за счет дискинезии желчных протоков, желчекаменного заболевания, панкреатита, холецистита, но это уже там другие чуть болезни. В этот момент появляется у нас открывание помпы и выделение бактерий
которые находятся у нас в желудке, и они через пищевод попадают в рот. Таким образом, у человека появляется со временем галитоз, желтеют зубы. У такого человека очень быстро происходит распад тканей. Это может быть на фоне нервных состояний, на фоне переедания сладкого, на фоне закрытого желчного. И лечить это необходимо в комплексе. А почему камни тогда возникают? Дело в том, что когда у нас появляются бактерии, они находятся как зубной налет, то у нас есть слюнные железы, которые выделяют лизоцим, фермент такой. Когда выделяется лизоцим, то этот лизоцим, он по идее должен уничтожать такие бактерии. Это первая обработка пищи при помощи нашей слюны, в которой находится высокое количество лизоцима. Это естественный, природный, нами выделяемый антибиотик. И такой лизоцим, он должен пищу эту. Так вот, когда лизоцим начинает влиять на бактерии и микробы, наши микрофлоры, которые находятся у нас в желудке, то наша микрофлора защищается. Каким образом? Подобно образованию кораллов. Каких кораллов? Смотрите, коралл это кальцинат, но его создало существо, которая находится в воде. Также бактерии способны создавать вокруг себя кальцевидную или коралловидную форму, что и образует в дальнейшем самые настоящие камни. Чем это все можно лечить? Первое, необходимо счищать налет с языка. Второе, необходимо лечить эзофагиальный рефлюкс. Третье, помогать своей поджелудочной железе жить прекрасно. Каким образом? Меньше сладкого, больше кислого. И третье, работать с желчным пузырем. А теперь я вам должен сказать, какие препараты я рекомендую в этом случае принимать. Итак, для открытия желчного пузыря препарат называется Амарум Дуйко. Принимать его необходимо по 1 чайной ложке на стакан воды 2 раза в день. На протяжении дня съедать 1 или 2 дольки, желательно утром, грейпфрута в случае, если вы не принимаете какие-то или какие-либо специфические препараты, с которыми нельзя принимать грейпфрут. Поэтому если вы принимаете какие-либо препараты, там омепразол там, или препараты для сердца, если у вас нет аллергии еще на цитрусовые, это нужно помнить. Если принимаете адреноблокаторы, то есть нужно посмотреть для некоторых препаратов, допустим, некоторые нейролептики, они могут неправильно воздействовать на человека, если принимать грейпфрут. Допустим, как вообще это определить? Посмотрите аннотацию к своим препаратам, которые вы принимаете, и посмотрите, обычно там пишут, нельзя дополнительно применять в рационе питания в приеме с данными препаратами грейпфрут, так и пишут. Но это большая редкость, поэтому грейпфрут одно из самых лучших веществ, которые могут помочь человеку избавиться от заболеваний. Камни в желчном пузыре, камни в почках, дискинезия желчных протоков, холецистит, далее снизить холестерин, снизить вес, далее улучшить состояние сосудов и даже со временем снизить артериальное давление. Но это еще не все. Самое интересное заключается в том, что если применять грейпфрут по 1 дольке на протяжении 1 месяца, то вы естественным путем устраните запоры, которыми очень часто люди болеют хронически. То есть это устраняет хронические запоры. Кому нельзя принимать грейпфрут? Если у вас стабильная диспепсия, то есть у вас диарея, если у вас постоянно во рту ощущение кислоты и ощущение крови. В случае, если у вас реактивный кишечник, то есть вы поели и тут же в туалет сходили, вам в таком случае принимать, если у вас несварение пищи, если вы болеете неинфекционным язвенным колитом, неспецифическим, извиняюсь, язвенным колитом, то вам, скорее всего, принимать грейпфрут по утрам натощак не нужно. Но если у вас плохой запах изо рта, сильно белый язык там по утрам, то грейпфрут вам поможет. Третье. Препараты для поджелудочной железы. Это панкрисорб.
принимать по 2 таблетки 2 раза в день, амарум 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. И для нормализации работы вашей пищеварительной системы можно принимать препарат лизоцим. Принимать его по 2 таблетки 2 раза в день. Таким образом вы избавитесь от плохого запаха изо рта. В дальнейшем от образования мочекаменного заболевания, потому что я считаю, что оно может приводить к мочекаменным заболеваниям. Но не стоит забывать, что вам еще дополнительно нужно максимально на протяжении дня подпивать что-нибудь или подъедать что-нибудь, связанное с кислотой. Это могут быть кисломолочные продукты, это может быть просто лимонная кислота, это может быть бетаиногидрохлорид, это может быть мой препарат Нефромакс, в нем находится 3 кислоты, это может быть любая кислота, янтарная кислота, бетулиновая кислота, то есть любые кислоты, аспирин и даже что ж там такое придумать еще, и даже аспирин. Кстати, есть наблюдение медицинской системы здравоохранения, международной системы здравоохранения, и там говорится о том, что есть гипотеза, по-моему, Юна, фамилия китайского медицинского сотрудника, который эту гипотезу в свое время выдвинул. Он говорит о том, что исследуя людей, у которых в дальнейшем на протяжении жизни формировалось заболевание онкология слепой кишки, онкология тонкой кишки, онкология желудка и даже онкология груди, и кисты яичников, поликистоз яичников и что там у него, онкология поджелудочной железы, карцинома. Там же он выдвинул гипотезу, что если человеку давать дополнительно аспирин, то тогда аспирин может помочь человеку, и там доказали, что применение аспирина может дополнительно замедлить появление карциномы толстой кишки и так далее. Но почему вдруг аспирин, такой кислый, может помочь? Все связано с тем, что он объясняет это с позиции того, что у большинства людей, которые находились в исследуемой группе, у большинства этих людей было гастрит с пониженной кислотностью. Гастрит с пониженной кислотностью и плюс эзофагиальный рефлюкс. Гастрит с пониженной кислотностью, эзофагиальный рефлюкс — это и закрытый желчный пузырь, это неправильная работа поджелудочной железы, это неправильная реакция на стрессы путем повышения гастрина и снижения желчи, и снижение секреции выделения желчи, это и запоры и так далее. И это и галитоз, который в дальнейшем проявляется в виде плохого запаха изо рта. И это все вот в комплексе и приводит, по его мнению, а чем устранять? Повышать кислотность желудка. То есть он там рекомендовал аспирин, а я рекомендую какие-то дополнительные кислоты. Ну, бетаиногидрохлорид, лимонная кислота, там, винная кислота, какая-либо еще кислота, бетулиновая кислота может помогать, аскорбиновая кислота. Слава богу, кислот у нас хватает. Сегодня мне сказали, что я должен обязательно рассказать о 2 препаратах. Один из препаратов, я не готовился, хочу сразу сказать, у моего сына завтра день рождения, поэтому я с самого утра занимался тем, что ездил за подарками. Поэтому извините, если я буду говорить то, что вспомню, специально не готовился. А препараты только вот честно вам скажу, я сегодня их вижу 2-й раз. Я когда в машине ехал, думаю, так, один куркумин, ну ладно, с куркумином там что-то придумаю. Куркума, куркумин, я читал там в аюрведической медицине. А таурин, боже мой, что я знаю о таурине, что я знаю? Ну, я знаю что-то о таурине, поэтому я сейчас расскажу. Итак, несколько слов о таурине. Таурин является аминокислотой и, хоть аминокислота,
Аминокислота, хорошо. Ты мой зайчик. Итак, я знаю, что при дисфункции восприятия, при заболевании Альцгеймера, при заболевании дистонии, фокальных дистоний, это когда дергаются, при заболеваниях, связанных с плохим запоминанием и даже падением зрения, при заболеваниях, связанных с усталостью, невозможностью восприятия у ребенка, при нервных тиках, при заболевании полинейропатия, совместно с препаратами, допустим, при Паркинсоне, совместно с препаратами там Мамантин, Абикса, Пекамерц и там Юмекс, я не знаю, какой там назначают сейчас в нашей медицине, но обязательно добавляют дополнительно препарат таурина. Далее, при заболеваниях, связанных с дистониями, это когда дергается, когда есть нервный тик, дергается глаз, препарат таурина дополнительно может помогать. Также таурин является одним из веществ-прекурсоров, согласно которому стимуляторами появления или стимуляторами деятельности нашего перегородки ядра прозрачной перегородки в мозгу, это нуклеус аккумбенс, отдела такого мозга, который отвечает за дофамин и отвечает за окситоцин. Это гормоны радости, в принципе влияет на количество серотонина, то есть фактически можно сказать, что создает радость. Помните, я рассказывал, что является альфа-липоевая кислота, является таурин, вот такими прекурсорами. То есть в случае, если у человека постоянно плохое настроение, человек не высыпается, он не может сосредоточиться, он не худеет после сна, каждый человек должен худеть после сна, то такому человеку необходимо альфа-липоевый L-триптофан, аминокислота, таурин, и вот таким образом поддерживать свои мозги для быстрого восстановления. В случае, если у вас нервные тики, судорожные проявления периодические, падает зрение, от возраста изменяется зрение. В случае, если у вас есть забывчивость, теряется зрение в вечернее время, не можете сосредоточиться, появляется астигматизм, то вам необходим таурин. Также в случае, если у вас на фоне сахарного диабета второго типа появляется нейропатия, полинейропатия, то совместно с препаратами альфа-липоевой кислоты я рекомендую использовать таурин. Таким образом, можно сказать, что таурин является препаратом для восстановления тканей, нервных тканей или оболочек нервных тканей, миелиновых оболочек, и может помочь, воздействуя на центральную нервную систему, поддерживая нервную систему, изменяя даже настроение, характер, ну и фактически, можно сказать, восстанавливая психику. Поэтому скажем таурину все вместе да, это препарат, который я рекомендую использовать людям со склонностью к паническим атакам, депрессивным эпизодам, обсессиям, компульсиям, там, всевозможным неврозам и так далее. Как препарат дополнительно, который может помочь, сам препарат по себе, скорее всего, не поможет вам похудеть, но если вы его будете принимать перед сном, то правильная работа мозга поможет вам забрать и переработать нужное количество энергии, которое необходимо мозгу, и за счет L-триптофана, за счет таурина это может увеличить процесс, в том числе и похудения. Хороший препарат. Вот. Это то, что я сейчас вспомнил. Если бы готовился, сказал бы больше. Куркумин. Аллилуйя, куркумин от слова куркума. В аюрведической медицине куркума используется как ранозаживляющий, противовоспалительный препарат в случае, если им пользуются местно. Куркума снижает кислотность желудочно-кишечного тракта. Куркумин людям, у которых есть
снижение кислотности желудочно-кишечного тракта, запоры и плохой запах изо рта, куркумин не нужен. Но если у вас диарея, сахарный диабет второго типа, неспецифический язвенный колит, в случае, если у вас хронический, диспепсия уже сказал, понос на русском скажем, в случае, если у вас ожирение мощнейшее второго типа и вы активно набираете, особенно в нижней части тела. Кстати, есть сейчас исследования, которые говорят, что использование препарата куркумин совместно с препаратами прогестерона помогают женщинам справиться с кистами яичников. Там шоколадная киста, пузырчатые заносы, там всевозможные новообразования на яичниках, помогает с применением гормональной терапии как дополнительное средство для стимуляции, я так предполагаю, работы яичников. Кстати, в аюрведической медицине сказано, что для выработки гормонов женских половых, а также для стимуляции работы гормонов помогает куркума. Но в 1 грамме куркумы находится 0,03 грамма куркумина. И куркумин является тем веществом, который нам необходим. Чем интересна куркума и чем интересен куркумин? Куркума интересна за счет пигмента. Известно, существует такая пигментная теория лечения онкологических заболеваний, где-то я с этим согласен, которая говорит о том, что пигменты способны накапливаться в клетках, где находятся онкологические клетки карцо, и могут накапливаться и таким образом ухудшать работу и общий метаболизм и так далее. Но я хочу сказать, что у нас есть 2 великолепных органа с одним названием, которые называются у нас почки. И любые пигменты способны накапливаться не только в онкологических новообразованиях, а способны накапливаться в почках. Поэтому я, если честно, когда вижу информацию, давайте будем принимать там тоннами куркуму, это многие советуют сейчас, это очень популярно в интернете, то я обычно хочу спросить у этих людей, ну а как будем потом убирать куркуму из почек? Как будем ее отфильтровывать? Ведь это пигмент, и он в большом количестве находится вот как раз в куркуме. Куркумой подкрашивают, это такой очень активный пигмент. Поэтому вот, да, мы сможем куркумином, наверное, куркумой сможем почистить сосуды. Почему так может происходить? Ну, куркума, насколько я знаю, имеет ярко выраженное противоатеросклеротическое действие. То есть появление стеноза, атеросклероза, окклюзий всевозможных. Ну, этому может помочь куркума, но она в том числе может ухудшить работу почек. А ведь много людей очень есть, которые болеют мочекаменным заболеванием, очень активно болеют всевозможными конкрементами, которые появляются. Это могут быть камни в желчном пузыре. Кстати, вторично пигменты могут накапливаться в том числе и в желчном пузыре. То есть, попадая в кровь вторично, могут они вновь фильтроваться печенью и уже образовывать камни в желчном пузыре. С пигментами не так все хорошо. Поэтому я бы, наверное, большое количество куркумы не стал бы принимать. Вы знаете, что в Индии одно из самых многочисленных заболеваний — это как раз заболевание мочекаменное. Огромное количество людей, которые болеют мочекаменным заболеванием, есть статистика такая, которые болеют мочекаменным заболеванием в Индии. А в Израиле очень много болеют сахарным диабетом 1 типа. Почему? Потому что не едят жиров. Потому что тук весь Богу, помните, да? А какие есть еще страны? Вот, допустим, французы практически поголовно болеют аллергиями. А вот в странах Африки аллергиями не болеют. И был такой... Специфическая такая работа была одного из физиологов, который проводил исследования в Алжире, француза, который в свое время написал, что не мойте руки, потому что чистые руки в дальнейшем приведут к аллергии. И дальше он говорит, в Африке не болеют аллергиями, а во Франции болеют. То есть он вдруг придумал, что из-за этого,
что должны появляться и микробы, и человек должен адаптироваться, организм должен адаптироваться и так далее. Так вот, он не рассмотрел другую ситуацию. Он сравнивал алжирских детей с французскими детьми, но не сравнивал уровень жизни. А ведь во Франции любое заболевание лечат 3 препаратами всегда. Первый препарат — это антибиотик. Как правило, это аугментин, антибиотик нового поколения. Второй препарат, который первым назначают, это гормональный препарат для надпочечников, то есть разновидность глюкокортикоидов. То есть, как правило, это либо преднизолон, либо мидрол, либо какие-либо аналоги. То есть это и используют и в виде ингаляции, и используют в виде венталина, аэрозоля, назначают детям, как только они начинают болеть. То есть всем венталин назначают. Кашель, температура, парацетамол, венталин. Ну а если не помогает, то перорально, а если не помогает, то перентерально. И далее, и на 3-м месте это антибиотик. То есть они все фигачат антибиотики, у них лечат гормоны антибиотики, парацетамол, гормоны антибиотики. Другого лечения нет. Ну и является ли это эффективным? Да, является эффективным, да. Но побочные эффекты: угнетение работы надпочечников, ожирение в дальнейшем, угнетение мочеполовой системы. Помните, я рассказывал о том, что снижение кортизола может привести к снижению или к снижению и половых гормонов, и адреналина, норадреналина, что влияет на мозги. Может повлиять за собой снижение прогестерона, что может привести к бесплодности у женщин, эстрадиола, которые могут изменять статус, и тестостерона у мужчины, что может привести к ожирению. Может альдостерон снижать, ну и так далее. То есть там целый ряд нарушений такой происходит с учетом того, что человек начинает принимать глюкокортикоиды. А почему обычно назначают? И можно ли обойтись? Ну, вся система устроена по методу эффективности. Но одна из особенностей применения глюкокортикоидов заключается в том, что не глюкокортикоидов, о них я уже сказал, а антибиотиков, заключается еще и в том, что антибиотики и длительное употребление антибиотиков на протяжении жизни обязательно приводит человека к тому, что у него в дальнейшем появляется аллергия. Это обязательное условие. Почему? Я думаю, это мое мнение, опять-таки, научно не доказанное, а мнение просто болтуна, сидящего вот перед вами за экраном и не претендующего ни на что. Но почему-то моя практика длительная, она у меня больше, наверное, уже 20 лет, говорит мне как раз о том, что да, действительно, длительное применение или даже периодическое применение антибиотиков в дальнейшем может приводить к тому, что у человека почему-то вдруг образуются аллергии, которые в дальнейшем могут переходить в астматические заболевания и так далее. То есть я могу сказать, что он был немного неправ, когда говорил, что руки мыть. Дело в том, что у французов лечение происходит антибиотики, а в Алжирах из-за низкого уровня жизни антибиотики недоступны, и поэтому у них потом аллергии никто не болеет. Ну вот вам и ответ на вопрос. Руки не мойте, а руки мыть надо. Доброго вечора. Гастроезофагіальний рефлюкс. Допоможіть печія навіть від воды. Гастроэзофагиальный рефлюкс, как его лечить, я уже вам сказал. Первое. Начните принимать препарат Амарум. Второе. Начните принимать бетаиногидрохлорид. Третье. Грейпфрут утром. Ничего не бойтесь, это все безопасно. Четвертое. Или в обед. Самое лучшее это грейпфрут в обед. Четвертое. Принимайте препарат моей компании, который называется пепсин. Пепсин. В случае, если у вас диарея, в случае, если у вас запор, принимайте просто грейпфрутовый сок. Но амарум и лунглин обязательно. Амарум и лунглин вот прям обязательно. Уберите глюкозу из рациона питания, минимально ешьте ее. Анастасия и Нана.
Добрый вечер, Андрей Андреевич. Посоветуйте что-то из своих препаратов, чтобы вылечить воспаленный тройничный нерв лица. Болит и пульсирует глаз. Области лба и щеки реагируют на холод и ветер. Смотрите, дело в том, что он воспаляется, и его воспаление не заканчивается. Это, кстати, очень драматично и опасно, чтобы вы понимали. Потому что и чувствуете эту боль, потому что, смотрите, наша нервная ткань или наш нерв, он обычно покрыт сверху оболочкой. Вот подобно тому, как проходит, допустим, в стене проходит в изоляции провод, и этот провод в каком-то месте разрушается или происходит излом. И электрический ток, который должен из синапса проникнуть в эту, как бы, электрический разряд, который должен проходить в данном нерве, этот электрический разряд через такую трещину начинает проникать в кожу, а кожа начинает сжиматься. Что необходимо делать? Смотри, что бы мы ни прикладывали и что бы мы ни делали, нам необходимо восстановить сам процесс излома, а это называется миелин или миелиновое покрытие или миелиновая оболочка. Первое, что необходимо сделать, максимально уменьшить количество употребляемой глюкозы. Второе, принимать, я сегодня говорил о нем, таурин. Третье, принимать бетулиновую кислоту. Четвертое, принимать препарат кверцетин и альфа-липоевую кислоту. Компрессы никакие, массажи. Можно еще коэнзим Q10. А также хорошо еще знаете, что хондроитин-глюкозамин и коллаген. Хондроитин-глюкозамин у нас в компании не продается, но он продается в аналогичных препаратах в любой аптеке. Коллаген можно принимать наш. Также, вот я сегодня об этом говорил, помочь может употребление еще янтарной кислоты. Просто аптечной янтарной кислоты. Вот таким образом можно попробовать лечить вот такой нервный тик. Или вот такое уже воспаление тройничного нерва. А в других случаях вам врач скажет, что это неизлечимо. Также я хочу сказать, что любые компрессы на эти места не холодные, не горячие, не нужны. Это еще и ко всему опасно, потому что любая стимуляция, массаж, воздействие, смотрите, как бы я стену там не стучал по стене, проводка лучше не становится от этого, правильно? Что нам нужно сделать? Наш организм должен выделить дополнительно такое вещество, которое может помочь восстановить миелиновую оболочку, то есть по-другому склеить эти все трещинки и привести к тому, чтобы в дальнейшем вот такого отсечения или излома тканей не происходило. Вот. Почему обычно это происходит? Это происходит на фоне высокой температуры, это может происходить на фоне миозита, это когда воспаление мягких тканей, травмы может происходить. Вот так. Любовь Баранова. Сильно беспокоят приливы и менопауза. Помогите, пожалуйста. Если вы находитесь на территории моей любимой страны, неньки Украины, то вам поможет мой препарат, который называется Климактерикс. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте его совместно с моим препаратом железо. А железо 1 таблетка 3 раза в день. Вот принятие обоих этих препаратов устранит у вас климакс уже на протяжении 1-2 недель. Но если вам это недоступно, поможет вам уникальный способ, за который меня постоянно блокируют в YouTube и блокируют на всех всевозможных каналах, считая меня каким-то там сумасшедшим человеком. Это мой рецепт, когда необходимо накалить железный гвоздь, окунуть его или остудить в холодной воде, сделать так многократно, чтобы он остудился в такой воде, и после чего выпить 1 стакан 1 или 2 раза в день. Можно не 1 гвоздь, а 10. Хотите лом раскалить и опустить в воду, пожалуйста, делайте все, что хотите. Раскаленное железо, которое опускается в воду, каким-то образом насыщает в воде каким-то веществом, я не знаю каким. Я эту тему не изучал. Мне когда-то подсказали
болгарский целитель подсказал. И я могу сказать, что я этот рецепт даю женщинам на протяжении, ну, наверное, 12 лет или 13 лет точно. И очень много женщин написали письма с благодарностями того, что это им помогло. К какому тут еще такой вопрос? К какому врачу идти женщины, у которой во время менопаузы начался климакс? И обычно женщина думает, мне нужен гинеколог. Так вот, я хочу вас разочаровать. Проблемы климакса рассматривает врач, который называется эндокринолог. И никаким образом, ни с какими женскими гормонами менопауза не связана. Понятно? Поэтому, если уже и собираетесь как-то лечить, то к эндокринологу. Доброго вечора. Уся чесна громада, дякую вам назавжди. Дуже цікавий вебінар. Здоров'я вам і вашій сім'ї. Я дуже дякую. Мені також дуже приємно взагалі, що я можу це для вас робити. Роблю я це все з території нашої країни, нашої коханої країни. І далі. В нас вже весна. Ну, будемо спілкуватися іншою мовою. У нас сьогодні є люди, які можуть спілкуватися тільки на російській мові, так як вони з Казахстана, Узбекистана, ще з якоїсь країни. Поэтому перейдем на русский и продолжим. Сегодня у нас началась акция. Эта акция называется Hypester, и она на 10% на все БАДы. Ну, 10%, чи не 10. Да. Поэтому переходите, приобретайте все продукты. Сегодня вы можете также перейти, прямо сейчас позвонил по этим номерам телефона, и администраторы и операторы нашего сайта помогут вам приобрести продукцию со скидкой минус 10%. Также вы это можете сделать и сегодня, и завтра, и послезавтра, и в любой день. Итак, быстрые ответы на вопросы, которые вы мне написали на моем сайте Tibetan Formula в вебинарной комнате. Кристина Цима, здравствуйте всем, здравствуйте, Парахат. У меня частое зевание, слезоточение из глаз. Когда частое зевание у человека, это говорит о том, что у него высокое поднимающееся давление. Или, по-другому, вы болеете гипертоническим заболеванием сердца. Что такое зевание? От того, что у человека обычно, что происходит, когда у человека происходит гипертоническое заболевание? Как его объяснить в двух словах? Представьте себе эту, вот передо мной лежит баночка, от нее идет куча трубочек. Трубочки в голову, трубочки в ногу, трубочки в руку, в органы, а эта баночка условно сердце. И вдруг трубочка, которая идет в голову, эта трубочка сжимается. И ряд мелких трубочек. Трубочки в ногах сжимаются от того, что там происходит спазм. Трубочки в печени сжимаются. Трубочки в артериях сжимаются, печеночных. Трубочки в конечностях от того, что человек там, у него адреналин выделился. При адреналине происходит вазоконстрикция, то есть сжимаются сосуды резко. От того, что сжались сосуды, а это же все замкнутый объем крови. Там все сжалось, и объем крови увеличился, и наше сердце, в нем стало больше давления. О, в нем стало больше давления. А из-за того, что в нем стало больше давления, как мы дышим? У нас получается один вдох, два сокращения сердца. Другой выдох, два разжимания сердца. То есть происходит вазодилатация, вазоконстрикция. И происходит вот такая работа сердца. И наше сердце в какой-то момент из-за того, что там спазмы, за счет неврозов, изменений температуры, давления, за счет спазм сосудов шейных артерий, окклюзии, за счет развитого атеросклероза, за счет высокой мочевины, креатинина, за счет плохой работы почек, печени, за счет сахарного диабета второго типа в нижних конечностях появляются там артериосклерозы там, и так далее. За счет этого всего происходит там, за счет ревматоидных артритов, васкулитов, там и куча всего может быть. За счет этого происходит у нас увеличение спазм сосуда, увеличение объема нашего сердца. И мы начинаем вздыхать в тот момент, когда сердце должно выдавить максимально из себя
всю жидкость, которая находится, для того, чтобы новую жидкость сюда влить. И здесь появляется у нас, когда оно не может, мы дополнительно стимулируем чем? Сжимаем его. Каким образом? Делаем вдох. И оно сжалось в этот момент. Сжалось. А если не может сжаться, если тонус увеличивается, у сердца появляются Q-образные изменения электрического поля. Ладно, это не важно. То происходит инфаркт. Вот. Если вы так зеваете, вам хорошо измерять давление и принимать препараты для снижения давления. И второе, попринимать препарат, который называется в нашей компании инфарктин. И зевать перестанете. Вот так. А слезоточение из глаз, как правило, является аллергическим проявлением. Слезоточение глаз является элементами аллергии. Чем лечить аллергию? Есть один проверенный, стопроцентный способ лечения аллергии. Одна столовая ложка соды на 1,5 литра воды холодной. И пьете 1 литр на протяжении дня вот такого раствора. В этот раствор можно добавить еще небольшое количество соли. Тогда эффект по устранению аллергии увеличится во много раз. Употребление соды, я объяснил, как это все работает на одном из семинаров. Я говорил, что содой можно вылечить аллергию, и объяснил сам процесс. То есть как двуглекислый натрий может повлиять на организм и что он может делать. Кстати, уникальность, если у вас плохой запах изо рта, никогда не пейте соду. Также сода затормаживает процесс выброса желчи из желчного пузыря. Поэтому если у вас желчекаменное заболевание, если у вас дискинезия желчных протоков, то вам сода категорически нельзя. Если у вас запоры, старайтесь соду тоже не пить. В одних случаях сода может помочь, а в других случаях нет. Почему? Это связано с реакцией желудка. У нас появляется от соды, может появиться вторичное, более активное выделение соляной кислоты, как бы называется обратно декомпенсация нашего желудка или нашего ферментативного, дополнительное выделение соляной кислоты. То есть когда попадает пищевая сода, происходит снижение кислотности, но из-за того, что появляется в высоком количестве углекислый газ, он влияет на стенки нашего желудка, и поджелудочная железа выделяет в еще большем количестве соляной кислоты. Поэтому в одном случае употребление соды может привести к тому, что у человека исчезнут запоры, но поверьте, в большинстве случаев только ухудшит. Также сода дополнительно может привести к ухудшению работы в желчном пузыре, и это не сильно хорошо. Поэтому если у вас есть желчекаменная болезнь, то вам употребление соды, по моему мнению, категорически запрещено. Здравствуйте, Андрей Андреевич, шелухи лука, кверцетин. Очень давно вы говорили и ошиблась. Спасибо большое за ответ. Долгих лет вам жизни. А где вопрос? Есть ли кверцетин в шелухе лука? Да, есть. В небольшом количестве. Помогите, пожалуйста, полечить уплотнение, которое появилось на ладони по ходу сухожилия. От чего оно появилось, непонятно. Это называется контрактура Дюпюэтрена. И такая контрактура, она обычно лечится. Травматолог может лечить каким образом? Есть волновая ударная система. То есть есть такой аппарат, и вот он будет постукивать вот в это сухожилие. Оно уплотнилось, и это уплотнение у него начинает происходить на фоне ревматоидного заболевания. Оно может происходить на фоне неправильной работы желчи, на фоне инфекционного перенесенного заболевания. Когда оно уже сжалось и контрактура появилась, то лучше это все не в домашних условиях чем-то там смазывать и что-то делать, а обратиться все-таки к врачу. Это может сделать невролог, травматолог и даже ортопед. Можете обратиться к таким врачам, и они, скорее всего, смогут быть вам полезны. Есть разные способы, это могут быть электромагнитные способы, это могут быть ударно-волновые способы, как при лечении, допустим, там артрозов. Ну, эффективно, правда.
принимать препараты, натирать можно нашатырным спиртом, а принимать препараты, о которых я сегодня говорил, это может быть и янтарная кислота, и битулиновая кислота, нифромакс, аскорбиновая кислота, битулиновая кислота. Моему сыну 20 лет, на языке белые налеты, красные точки. Когда начинает разговаривать, идет запах изо рта. Кроме того, у него хруст в коленях. Но я вам ответил сегодня и сказал, что необходимо принимать амарум. Это вещество или препарат, сделанный из там, 20, по-моему, одной горечи. Называется горечи дуйко амарум. Принимать 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Но поможет только в случае, если максимально убрать из рациона питания углеводы. Даже попкорн нельзя. То есть максимально углеводы. Максимально. Даже вермишель и хлеб нельзя. А я вижу, вы из Казахстана. А если вы в Казахстане, у вас все время там тесто, мясо, тесто, мясо, тесто, мясо. Вот мясо можно, теста нет. И сладкого вообще ничего. Как устранить запах изо рта? Так сегодня целый день рассказываю только об этом. Начало было об этом говорил. Все время говорил и сейчас. Почему запах изо рта? Ну говорил же, эзофагиальный рефлюкс. Появляется галитоз, снижается кислотность в желудке. От этого и запах. Кукушкина. Внуку 14 лет, его тело покрыто пупырышками, гусиная кожа. Началось с 4 лет. Сначала руки, постепенно на все тело. Назначение врачей не помогло. В интернете прочла, что это фолликулярный кератоз. Нет. Выявлены мажорные аллергены умеренного уровня к Тимофеевке PH4, аллерген R10 к яблоку, персику, киви, к соевым бобам, аллерген березе. Помогите вылечить внука. Спасибо вам за препараты, ваши лекции. В свое время я болел очень аллергией. Дело в том, что я проходил химиотерапию доксирубицином, лейкоплакином. Также у меня была гормональная неспецифическая терапия, даже стволовые клетки, ряд операций и так далее. То есть это долгое время все проходило. Но минус заключался в том, что я начал болеть каждые, наверное, 2-3 месяца воспалением легких. И оно меня так замучило, потому что постоянно антибиотики, цефтриаксон, потом уже появился аугментин, этот аугментин, и там что только не было. Знаете, уже туберкулез ставили. Потому что это было каждую неделю. И лечился, видимо, набирал иммунитет, свою силу, появлялись, видимо, цитокины. И в дальнейшем вылечился, перестал болеть, поехал на море, попил водички, влюбился, там чуть-чуть поправился и так далее. А потом началась аллергия, эпопея с аллергией. Не мог вылечить аллергию вообще никакими способами. Принимал горстями, особенно это было в Египте, поехал с любимой женщиной в Египет, и там началось у меня тавигил, цитрин, дошло до сальбутамола, потому что уже дышать не мог, от всего аллергия. А когда аллергопробы были исследованы, то оказалось, что ну вообще на все, на белое, на черное, на хлеб, на мясо и так далее. То есть не дыши. И как они там называются, пылитозы. И вообще на все. И ходил я с этими, в нос специальные брал ватки, ставил, сам себе их делал. Помните, я о них когда-то рассказывал. Чуть мне легче было. И потом я начал изучать тему. Я понял, что я целое видео заснял, есть оно называется «Лечение аллергии». Можно его найти на моем канале. Тибетская формула, спасительные рецепты. Так и написать «Лечение аллергии. Нетрадиционные методы лечения». И там я рассказываю о лечении аллергий и всех аллергий, которые существуют, лечение моими препаратами и дополнительно приемом, как ни странно, поваренной соли. Поваренная соль и сода. Что я делал? Я брал 2-литровую бутылку, добавлял 1 столовую ложку соды и 1 чайную ложку поваренной соли. И вот такую воду 2-литровую, не
без газов, не минеральную, выпивал на протяжении дня. Делал это только 1 месяц. После этого по сей день аллергии больше тьфу-тьфу-тьфу, не страдаю. Как это объяснить? Поверьте мне, этому объяснение есть. А чтобы почитать об этом объяснении, как это связано с кислотностью желудочно-кишечного тракта, как это связано с нейтрофилами, как это связано с эозинофилами, как это связано с гормонами, об этом всем я рассказываю на своем семинаре. То есть это большая такая работа, очень простой метод, вот действительно помогает. Поэтому вот так ребенку можете полечить. Из моих препаратов препарат Аллергонорм, 2 таблетки 3 раза в день. Каолин, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Препарат Галит, 1 таблетка 2 раза в день. Чайная ложка соды на стакан воды 1 раз в день. Таким образом, за 2 месяца точно приема, омега-3 еще хорошо принимать. За 2-3 месяца... Да нет, за 1 месяц работы с ребенком это все устранится. Народные способы, всем известные, череда с крапивой. 1 чайная ложка череды с 1 чайной ложкой крапивы на стакан воды. После чего выпивать 1 раз утром, 1 раз вечером. Дальше крапива. То есть если заваривать крапиву, вот сейчас крапива пойдет уже с мая месяца, вот она высушивается на солнце. Измельчается 1 чайная ложка крапивы на стакан воды. Чем может помочь крапива? Крапива восстанавливает психическую и нервную деятельность, устраняет спазмы сосудов. И если принимать крапиву на протяжении хотя бы 2-3 месяцев ежедневно, то крапива способна в дальнейшем вылечить гипертоническое заболевание сердца. Она действительно очень помогает. Яка у вас освіта? Высшая медицинская. Высшая медицинська освіта. Також хочу сказати, що я являюсь руководителем и президентом единственным компании «Тибетская формула». Скоро она переименуется в компанию ТФ. И наша компания занимается выпуском биологически активных добавок, так как я считаю, что народная медицина в том числе, она должна все-таки жить. Наша традиционная медицина, несомненно, спасает людей, помогает людям и излечиться, и избавиться, спасает от смерти. Но нетрадиционная медицина, возможно, такая полутрадиционная, серая, как говорит мой сын, медицина, наверное, создание пищевых добавок из лекарственных растений может помочь человеку улучшить самочувствие, помочь простимулировать иммунную систему, помочь восстановить самочувствие. Ведь у нас есть ряд таких, наверное, заболеваний, которые лечить-то невозможно. Допустим, плохое самочувствие на фоне хорошего физического здоровья, отсутствие неврозов, при, в общем-то, хорошей жизни. То есть человек просыпается, у него плохое самочувствие, могут просто болеть там сустав. И там мажут, помогает, ничего не помогает. Или там постоянный запах изо рта. Вы знаете, что очень много людей страдают и не могут избавиться от плохого запаха изо рта. Есть такие понятия, как, допустим, человек говорит, там, я ничего не ем, я переживаю, и там еще что-то, и я все время поправляюсь, и там, чем бы ни лечили, ничего не помогает. Почему? Это такая особенность есть. Я это объясняю, почему можно ничего не есть, при этом поправляться. Почему можно заниматься спортом, не иметь мышц. Почему можно использовать использовать диету, применять, допустим, метформин и применять витамин D3, как доктор Берг советует. И там все делать, и при этом мышцы исчезают, а жир превращается в целлюлит. Об этом всем рассказываю. Опять-таки хочу сказать, что это все не панацея, это просто мое индивидуальное мнение.
Добрый день, Андрей Андреевич. Здравствуйте, Наташа. Вы рекомендовали мне после пневмонии лизоцим. Пропила по 2 месяца. Надо ли пить его сейчас? Нет. Бетулиновую кислоту и эмбриоэликсир. Пока нет возможности. Окей. Можно заменить и как обеззараживать скорлупу яиц при приготовлении карбоната кальция. Спасибо. Смотрите, берете скорлупу и ее просто моете в воде с мыльным раствором. И потом ее просто обмываете, на полотенце раскладываете, и она у вас там лежит. После чего перемалываете и используйте как карбонат кальция. Далее, хорошие средства, которые я рекомендую использовать при пневмонии. Во-первых, делать узвар из высушенной кожуры баклажана. Берете кожуру баклажана, высушиваете ее, не торопитесь ее выбрасывать. Ее все равно часто счищают. Высушиваете ее, перемалываете и завариваете 1 чайная ложка на стакан воды. Это помогает излечить легкие. Дальше препарат зверобоя. 1 чайная ложка зверобоя на 1 стакан воды принимать утром и вечером. Это действительно помогает легким. Далее накладывать творожок. Берете в случае, если застой легких, берете творог, отжимаете, берете нежирный, накладываете себе на область грудины, накрываете это салфеткой сухой, лежите 1-2 часа, после чего снимаете. Далее порошок пшена. Порошок пшена при легочной недостаточности, 1/4 чайной ложки. Там не пшено, проса, я не знаю, это одно и то же. Берется 1/4 чайной ложки проса, перемалывается в порошок, заливается в стакан холодной воды, пьется по полстакана 2 раза в день. Как восстановить запах и нюх после ковида? В моей компании есть препарат, он называется эмбрионазин. Вот если вы 7 дней будете орошать назально себе носовую полость данным препаратом, то через 7 дней начнете по чуть-чуть чувствовать запах. Огромное количество людей написало мне: Андрей Андреевич, огромное спасибо, низкий поклон за ваш препарат эмбрионазин, так как очень много людей болели ковид заболеванием, а это один из синдромов или один из показателей того, что человек болеет конкретно данным заболеванием. И вот на фоне использования данного препарата восстановили. Кстати, препарат эмбрионазин еще и великолепное средство при лечении гайморита. Я желаю вам здоровья. Здоровым быть легко поможет нам доктор Дуйко. Большое спасибо. Еще раз подписывайтесь на мой канал. Переходите на мой сайт, приобретайте мои продукты, мои препараты. На моем сайте сейчас проходит акция. Это акция к пасхальным праздникам. Я тоже хочу вам быть полезным. Гепатоз печени. Ну что ж, поздравляю, гепатоз печени. Жировой стеатоз, наверное, вы имеете в виду это. Или все-таки гепатоз на фоне гепатита вирусного? Говорите, при вирусном гепатите препарат называется гепофит. При стеатозе препарат Амарум Дуйко и бетулин, и бетулиновая кислота совместно.